Привет, друзья! Владимир и Елена Пресняковы – теплая романтическая пара, известна во всем бывшем СССР. Не только зажигательными хитами, которые когда-то звучали на всех танцплощадках, но и своим искренним отношением друг к другу и к людям. Пресняковы-старшие всегда старались держаться в стороне от светских скандалов. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий эта пара известна на всю страну, сами Владимир и Елена никогда не воспринимали свою звездность как особую миссию и при необходимости были готовы пожертвовать сиюминутными карьерными интересами ради семьи. Владимир Петрович Пресняков – старший представитель целой династии музыкантов. Его сын Владимир Пресняков уже несколько десятилетий выступает на советской и российской сцене, а внук Никита Пресняков, который является также внуком Аллы Пугачевой, не только поет и сочиняет музыку, но и снимается в кино, участвует в телешоу. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живут Владимир и Елена Пресняковы и какой недвижимостью они владеют. Елена и Владимир – послевоенные дети, родились в 1946 году. К слову, 26 марта Владимиру исполнилось 75 лет, а Елена отпраздновала свой юбилей 19 ноября. В то время жизнь в стране совершенно не позволяла родителям думать о творческом воспитании отпрысков. Родители Елены и не думали об этом. В семье, которая жила на Урале, было 4 детей. И будущая певица, будучи школьницей, начала работать. Помогала разгружать машины с хлебом, мыла полы в подъездах. Но девочка очень любила петь, обладала весьма звонким голосом и уже в старших классах мечтала о том, чтобы заниматься музыкой. А вот для Владимира Петровича музыка была семейным делом, и почти вся его родня в той или иной степени увлекалась игрой на разных инструментах. К обязательному кларнету Володя тайком прибавил антисоветский саксофон. В Советском Союзе за саксофоном закрепилась дурная слава. Его называли рупором прозападной пропаганды, олицетворяющим экспрессию, молодежный бунт и отсутствие уважения к советским ценностям. Но Володе было глубоко плевать на общественное мнение. Юноша не только прекрасно играл на опальном инструменте, но и занял призовое место на Международном фестивале джаза в Москве. Отслужив в армии, он устроился на работу в Свердловскую филармонию, где встретил свою любовь. Елена Кобзева оканчивала 11 класс и пела в ансамбле Политинститута. Однажды во время репетиции ее позвали к телефону. На другом конце провода был руководитель ансамбля Свердловской филармонии Владимир Пресняков, который пригласил девушку на прослушивание. Несмотря на протесты матери, считавшей, что все артисты пропащие люди и дочь должна идти работать на завод, Елена согласилась. Елена пришла на прослушивание и очень понравилась, причем не только как певица, молодому руководителю ансамбля Владимиру Преснякову, которого, впрочем, уже тогда звали Петровичем. Как вспоминала потом сама артистка, молодой руководитель ненавязчиво дал отставку всем ее поклонникам и вскоре подтвердил серьезность своих намерений весьма значительным по тем временам подарком – парой югославских туфель на каблуках. Владимир и Елена начали выступать на сцене, и казалось, что мечта о музыкальной карьере начинает сбываться. Однако статья в газете «Правда» едва не перечеркнула всю дальнейшую жизнь молодой пары. Главная газета СССР обрушилась с уничтожающей критикой на группу «О чем поют гитары», обвиняя музыкантов во всех грехах, от прозападности до лохматости и непотребном поведении на сцене. Владимиру и Елене были выданы практически волчьи билеты, и перспектив снова оказаться на сцене у них почти не было. Время от времени в семье, в которой уже родился сын Владимир Пресняков-младший, не хватало денег даже на еду. Иногда десертом дома служил черный хлеб, посыпанный сахаром. А Петрович и Елена всерьез думали о военном интернате для Володи, потому что там его, по крайней мере, обеспечат едой и одеждой. Пресняковы уже начали испытывать настоящее отчаяние, когда получили неожиданное приглашение на прослушивание в Москву. В столице у руководителя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова тоже сложилось весьма затруднительное положение. Коллектив покинули почти все музыканты, и осталось только название, под которое срочно требовались новые артисты. Так началась многолетняя карьера Владимира и Елены и долгая дружба, которая связывает теперь уже большие семьи Маликовых и Пресняковых. Петрович решил смирить свою рок-н-ролльную джазовую гордыню и переключился на поп-музыку, а Елена стала настоящей легендой и по-прежнему действующей солисткой ВИА «Самоцветы». 29 марта 1968 года у пары родился сын Владимир Пресняков-младший. Они жили с родителями Лены в небольшой кладовой, так как в маленькой двушке и так было 9 человек. Сын спал в ванночке, обтянутой одеялом. Воспитанием будущего певца занималась бабушка и тетя, старшая сестра Елены, которая на тот момент работала в детском саду.
Родители Володи гастролировали. Мать по телефону узнавала о том, что сын начал ходить, потом заговорил. Сердце разрывалось между малышом и любимой работой. Талант Володи-младшего проявился еще в детские годы, и когда сын подрос, Пресняков-старший покидает «Самоцветы» и становится музыкантом группы своего наследника. Это был во многом рискованный шаг. Петрович менял стабильный коллектив на проект с туманными перспективами, однако отец был настолько уверен в таланте сына, что долго не думал. Пресняков-старший писал песни для Аллы Пугачевой, Сергея Минаева, Тамары Гверцетели, Игоря Николаева и, конечно, для ВИА «Самоцветы». Музыкант не только выступал в джаз-клубах и создавал мелодии, но и помогал взращивать целую плеяду будущих артистов. С Кристиной Орбакайте Володя познакомился на концерте. Потом спросил разрешения у ее матери сходить с ней на дискотеку, а вскоре они начали встречаться. Пресняков-старший любит вспоминать телефонный звонок Аллы Пугачевой. «Представляешь, вернулась с гастролей, а наши голубки спят в одной постели». Роман Володи и Кристины очень сблизил их родителей, и Алла Пугачева, несмотря на свою космическую популярность и привычку принимать решения исключительно самостоятельно, проявила большое доверие и симпатию как к Володе, так и Петровичу с Еленой. В 1991 году у Владимира и Кристины родился сын Никита. Семья прожила вместе 10 лет, но в 1997 Пресняков-младший и Орбакайте расстались. Примечательно, что решение Володи и Кристины расстаться не повлияло на отношение друг к другу родителей этой звездной пары. Для Пугачевой Пресняков-младший по-прежнему любимый зять, а Петрович и Елена по существу родные люди. Примадонна признает, что бабушкой Никита Пресняков называл только Елену, а она для внука всего просто Алла. Второй женой Преснякова-младшего стала Наталья Подольская. Новый брак сына и рождение внуков стали для Елены и Владимира большой радостью. У Петровича не получилось привить любовь к игре на саксофоне Володе и Никите, и он надеется отыграться на Артеме. Ожидание того, что Никита и его жена Алена подарят им правнуков, вселяют супругов с более чем 50-летним стажем оптимизм и вдохновляют на внимательное отношение к своему здоровью. У них есть все стимулы для того, чтобы жить как можно дольше и получать от жизни много удовольствия. Елена не раз упоминала, что секрет их крепкой семьи и счастья кроется во взаимоуважении. Не было ни одного случая, чтобы супруга лезла в дела мужа. Собрался среди ночи в студию – иди. Пошел играть с друзьями в футбол – пожалуйста. Глядя на них, хочется верить, что любовь живет не 3 года, а намного больше. Эта пара абсолютно уверена друг в друге и твердо знает – они до последнего будут вместе. Владимир и Елена живут как простые пенсионеры. У них обычная квартира в спальном районе Москвы. Мне не нужны роскошь, бассейны. Я живу в Медведково в обычной 3-комнатной квартире. В подъезде при встрече соседей здороваюсь с ними. Ежедневно проверяю почтовый ящик, беру свежую газету. Поделился Пресняков-старший. Также он рассказал, что за много лет, проживая здесь, очень привык. Это хороший дом, дружные соседи, а главное, метро недалеко. Рядом с домом есть живописный общественный парк. Здесь любят гулять Пресняковы. Люди узнают их, а соседи уже не удивляются, когда видят в лифте знаменитых гостей – Маликова, Антонова и Пугачеву. Супруги давно привыкли к творческому беспорядку, поэтому их пугает перспектива затеять ремонт. По хозяйству Пресняков-старший почти не помогает супруге, зато ездит на рынок и покупает продукты по списку. Многие, услышав, что артист живет не в центре столицы, задались вопросом, почему это так? Пресняков разве не может себе позволить недвижимость за пределами Медведкова? Пресняков-старший рассказал, что ни у него, ни у его жены Елены не стоит цель, чтобы было много денег. Владимир Петрович уточнил, что его семье вполне хватает того, что у них уже есть. Это машина 1 на 2, одежда, музыкальные инструменты, большая коллекция музыки и часов. К слову, Владимир Петрович гордится своей коллекцией часов. В его коллекции более 150 экземпляров часов. Он признался, что носит 2-3 пары, зато снабжает часами сына и внука. Также музыкант отметил, что когда его просят сыграть начинающие артисты или уже состоявшиеся звезды шоу-бизнеса, он принципиально не берет с них деньги. Весь семейный бюджет сосредоточен в руках Елены Петровны. «Так она больше меня зарабатывает, я же не езжу никуда», – делится Пресняков-старший. При этом главным транжирой в знаменитой семье является Елена Петровна. Она признается, что много тратит на косметику и одежду. Однажды певица потратила почти 500 тысяч рублей всего за один день. Правда, тогда большую часть покупок звезды составили вещи для маленького внука. Друзья, давайте пожелаем чете Пресняковых крепкого здоровья, большого успеха. Пусть каждый день будет счастливым и прекрасным, с аплодисментами, подарками, цветами и самыми добрыми пожеланиями.
Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!